А вы как думали? Пешком по крымской саванне до Тайгана. В двух словах, вот этот огромный вольер, это 20 гектаров, принадлежит только львам. Вот этим вот львам. А вот это 12 гектаров оставшиеся, это зоопарк. Сувенирную лавку охраняет царь Лев. Вот такой. Раньше его здесь не было, поставили буквально в позапрошлом году. Это гостиница. Здесь я буду останавливаться на 2 ночи в зоопарке. Огромная территория для львов. Здесь всяческие заросшие якобы фонтаны. Из Мадагаскара самолетик. Ну а пока квест найти льва. Здесь памятник вожаку львиному, с которого начинались прогулки ко львам. Сам директор лично возил группы. Я ездил 3 раза на такие прогулки, гладил львов. Можно было здесь ездить. Вот так вот. Вот сюда они приходят пить. И еще одно место есть. Где вы? Мне нужен материал для влога, а то никто не поверит, что вы здесь живете. Но я слышал одного льва, он был где-то вон там рычал. Они лежат вон там, бедненькие, устали, жарко. А вот здесь, дорогие друзья, я однажды купался. Незабываемое приключение. Об этом у меня на канале отдельное видео, ссылочку оставлю в описании. Вот этой штуки не было. Что это? Зачем это здесь поставили? Ну ладно. Много воронов, которые подбирают за львами. И, кстати, вот об этом. Долгое время на карте Тайгана находились слоны. И люди ходили и спрашивали, а где слоны? Потому что они приходят, а там верблюды. Ну, слоны это не верблюды, да? Это уже логично? Логично. И, наконец-то, в этом году завезли 2 слоних. Магда и Дженни. Это цирковые слонихи. Они повздорили в цирке, подрались друг с другом, и их уже решили отправить на пенсию. Они уже не молодые совсем, поэтому сейчас они в Тайгане. И вуаля! Ура! Не знаю, кто это, Магда или Дженни. Они тут. Слоны в Тайгане, это удивительно. Все, пойдем. Пойдем, Слонов иногда выводят на вот ту территорию огромную, и там их купают. Сейчас там пеликаны, но иногда там слоны. Кто выигрывает, непонятно. Есть животные, которые бродят по территории, просто без клеток. Вот, например, это семейная пара. Я тут сижу, обедаю, значит, они гуляют. Обед с видом на бабушкин дворик. Сюда можно заходить бесплатно. Все думают, что это платно. Итак, всем привет, ребята. Кого видел, кого не видел. Вот тебя точно не видел, ты маленький. Ты кто? Ты кто? Есть! Не бодайте меня, пожалуйста. Но самое необычное, что здесь есть, это находится именно в бабушкином дворике, то есть их можно трогать, это кенгуру. Это я узнал с прошлого или с позапрошлого года. И кто-то из них был явно тогда еще малышом. Он только-только выглядывал из сумки. Привет, мой хороший, привет. Как твои дела? Как твои дела? Да. Привет. Можно тебя погладить? Нельзя? Тебя можно, да, погладить? Молодец, молодец. Мягкий.
Эй, ты потерялся? Мама тут. Не убегай. Еще одно мое любимое животное в этом парке. Лемур Варри. Смешные, конечно. Самый большой лемур Мадагаскара. Всех животных при этом можно кормить. Здесь продается корм. Скорее всего, я буду это делать вечером или завтра утром. Сейчас жарко, животные хотят спать. Также здесь проходят вертолетные прогулки. Примерно 15 тысяч рублей стоит полетать. Ну а мы пока идем по каким-то зарослям, по которым вообще никто не ходит. Такое ощущение, что я забрался в служебный ход. Ну, впрочем, как обычно. Ну а вы тут совсем на свободе, да, ребята? Ушел. Без русского мишки. Да? Мишунь. Мишуня. Ушел. Пошел купаться. Самая белая скала. Начинается закат. Львов не видно. О! Ух ты, ух ты, ух ты. Вон она. Привет. Здравствуй. Здравствуй, хороший, хороший. Жарко, да, сегодня жарко. Вы начали выходить, их стало наконец видно. Потому что уже скоро закат. Все, малыш. Тихо, тихо. Ты что делаешь? Ты че? Какой агрессивный. Он чуть мне бутылку не отобрал и очки. Ты что делаешь-то, эй? Вы это видели? Малыш, не повторяй так за взрослыми, пожалуйста. Оп, оп, оп. Это семья дикобразов. Малыш, дикобразенок. Снимай. Иди сюда, красавица. Ужинать, завтракать можно в кафе «Белый лев», оно работает достаточно долго. Идет женщина, говорит своему сыну: сынок, мы идем домой уже, все, идем.
Я такой прохожу зря. Вот в каком зоопарке вы это еще посмотрите? Не боясь, что парк закроется. Вот какой закат. Каждый год львы распределяются прайдами сами, выбирают себе территорию. В прошлом году вот здесь был целый прайд. Но в этом году, видимо, они расположились или сформировались как-то по-другому. Это усложняет ситуацию. Что ты думаешь на эту тему? А? Это нормально, что павлин так орёт? Ты как туда забрался вообще? Что ты там делаешь наверху? Ты, называется, просто шел по тропинке. Животное, привет. Привет. I like to move it. Типа того, да? Завтра тебя покормлю обязательно. Почесать. Мягкий. Мягкий. Да. Ой. Спасибо, спасибо. Эй, добродушный ты какой, а? Я не могу, ну ты смешной. У меня тут сбегает кенгуру. Я вторую дверь запер сразу, но он не хочет уходить обратно. Кенгуру. А ну домой, домой, пошли. И что мне делать с тобой теперь? На ночь глядя. Операция хвост. Во, наконец-то хвост. Спустя 2 часа. Не уходи. Все, молодец. Вот такие приключения. А ты чего? Тоже захотел? Ребята, ну там покатушки. О, побежал, обиженный. Расстроился. Я тебя завтра покормлю обязательно. До сих пор идет музыка, слышно? Почему, я не понимаю. И я жду, пока она закончится. Возможно, она закончилась только что. И тогда она не будет мешать. Нет, не закончилась. Уже нет. А на мою маму, когда она работает. Что же они с этой музыкой-то, а? Уже одну и ту же мелодию по кругу крутят. Хоть вставай в 4 утра завтра, чтобы побольше в тишине походить. Львы начинают что-то говорить, но это еще не концерт. Это еще начало. Резко оборвалась музыка. Видимо, парк все-таки решили закрыть. И тишина. Вон там львица, верьте на слово. О, вот. Ты тут такой разговорчивый, да? Львы тут так обозначают свою территорию. Сложно снимать таким светом. Скажу такую вещь. Скорее всего, львы не особо еще активничают, потому что в этом месяце, уже конец августа я это снимаю, очень рано темнеет.
И сейчас еще нет даже 9, сейчас 8:30. Львов не особо слышно, но бывает и такое. Может быть, в следующую ночь повезет больше. Звезд полно, их, к сожалению, не видно на камере. Очень многого не видно на камере, надо приезжать и видеть самому. Это красота. Ребята, если бы вы знали, какие здесь звезды, Млечный Путь. Но, к сожалению, я не могу вот так вот поднять вверх, и чтобы вы увидели. Ой. Вот такой ширины, вот такой ужины. Как знал, проснулся в 5 утра. Это слышите? Это из номера слышно. Едва-едва начинается где-то там заря. Луна. Это лемур Вари. Всем доброе утро. Что я не рассчитал, холодно. В это время обычно здесь уже солнце светит, но вот первый раз приезжаю прямо перед осенью. Иду, ищу львов. Одного я уже видел. Главное наверху ходить, а не внизу. Ну попробуем сейчас кого-нибудь найти. Кто ты? Ответь, пожалуйста. Куда-то ведь идут, какие-то свои у них дела, все продумано. Рычим. О, какие, красавцы какие, да, красавцы. Тоже большая коллекция белых львов у них в Тайгане. Это какой-то совсем молоденький. Все, погуляли, можно отдыхать. Да, привет. Ну ладно.